Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же думает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, вот я бы сказала, что многие из вас являются любимчиками судьбы. В каком смысле? Да, многие могут сейчас сказать: да нет, у меня было столько проблем, столько стресса в жизни. Я сейчас немножечко не об этом. Вот вы, ребят, я думаю, многие даже по себе знаете, вот если вы проанализируете свою жизнь, вы поймете, что были такие вот случаи, какие-то, может быть, даже экстраординарные, когда вы выходили сухими из воды, да, когда мог быть трэш какой-то, да, а вам как будто вот высшие силы реально помогали. Вот в этом плане я бы сказала, что вам жизнь, Вселенная подбрасывает периодически новые шансы в ваших сложных именно ситуациях. Давайте сделаем маленький опрос. Вот были у вас, может быть, даже можете описать, какие были ситуации, когда, может быть, вы стояли на краю пропасти, когда были на грани жизни и смерти. То есть очень много может быть разных ситуаций, когда вот, реально какая-то вот рука свыше, да, вам помогала. Вы человек, в общем-то, который знает себе цену, который по жизни вообще вы не позволяете собой манипулировать. Разве что, самым-самым таким близким людям это может быть любимая женщина, да, теперешняя, либо же бывшая у кого, поскольку это общий расклад. А вот самым-самым близким еще детям я бы сказала, что вы можете позволять собой манипулировать. Все остальные могут вас считать человеком с характером, могут считать вас вспыльчивым, могут считать вас непростым человеком, хотя, опять-таки, такая, знаете, это двоякая ситуация. Вот дома как будто вы один, а вот на людях, на работе вы совершенно другой, более жесткий человек. Поэтому некоторые теряются, да. И даже ваши вот близкие, там, либо же друзья, которые вас знают, и такого вас, какой вы есть дома, и знают вас, какой вы бываете на работе, к примеру, да, с другими людьми, они порой диву тоже даются, могут даже подсмеиваться, подшучивать, да, вот как вы, как хамелеон, кардинально можете меняться в зависимости от смены людей, от смены каких-то ситуаций, да, то есть вы очень такой подстраивающийся человек. Вы, в общем-то, всегда были, довольно веселый человек. Вы любите компании, какие-то посиделки дружеские. Я не скажу, что вы прям такой гуляка, но, в общем-то, ничто человеческое вам не чуждо. И, поскольку у вас довольно большой круг общения, большой круг знакомств, да, вот людей, с которыми вы можете посидеть, побыть вместе, да, вот как-то покайфовать. Кто-то, может быть, за рюмочкой чая периодически любит в компании посидеть. Но опять же, вот как-то, знаете, это было у вас, когда все хорошо. Но опять же мне показывают, что кто-то из вас либо же сейчас вот находится в отшельниках, либо вы проходили жизненный этап такой довольно одинокий, да, вот когда никого ничего не хотелось, здесь, конечно же, было не до веселья. А вообще вот когда по жизни, да, вот в жизни все ладится, все нормально было, здесь, конечно же, друзья, это ваша такая и отдушина, и ваша помощь, и, такая мощная ваша поддержка. Вы человечек, который очень любит, знаете, вот и заботиться. Я имею сейчас в виду ситуацию, когда вот у вас были, либо же есть отношения у кого-то. Вы в отношениях очень заботливый человек. Вот вы отдаете всего себя, да. Вы даже как-то вот, не представляете, как это можно, да, вот не отдаваться полностью каждой клеточкой своей любимой женщине. Вот напишите, да, вот я права или нет. Вы не можете дружить наполовину, вы не можете любить наполовину. Вот вы такой, да.
Вас таким воспитали, да, вы, как говорится, с молоком матери, да, впитали вот какие-то такие основные жизненные ценности. Даже вот я бы сказала, что, может быть, у кого-то из вас была, либо же сейчас, если есть отношения, есть такая традиция, да, ну вот элементарно, вы не можете уйти, там, допустим, не чмокнув свою любимую женщину, да, вы приходите, вы точно так приобняли, чмокнули, да, ну то есть такое вот трогательное, нежное привет и пока. Вы такой человек, который, в общем-то, с легкостью может приносить завтраки в постель любимой женщине. Это тоже вам абсолютно не чуждо. Ну, знаете, вот заботливость – это такой ваш большой-большой конек. И женщины порой пользовались по жизни вот именно вашей заботливостью. Ну, поскольку мне показывает, что среди вас есть и много холостяков, да, вот людей, которые уже, ну, кто-то больший период, кто-то меньший находится в холостяках, но я вам скажу, ваша вот суть, да, вот то, какой вы есть, но она не меняется. Как бы вы порой не переживали, да, как бы вы не находились в стрессе, а стресс вы многие пережили, и были непростые ситуации, мы не будем сейчас вникать и бередить раны ваши. Но я вам скажу, что вот вы опять-таки живете с надеждой. Вот я сейчас говорю именно по поводу холостяков. Вы живете с надеждой, что все-таки в вашей жизни появится женщина именно для серьезных, для стабильных отношений. Вам не хочется романчика, вы уже этого наелись в свое время. И как-то даже, знаете, вот мне кажется, некоторые скажут, что уже и возраст не тот, чтобы крутить романы, правда? Вы даже, вот, может быть, мечтаете, кто-то рисует в своих мыслях, мечтах, да, вот вы представляете, вот если бы у вас появилась новая любовь, именно любовь, я еще делаю акцент, вы даже, знаете, вот можете рисовать в своих мечтах, в своих мыслях, вот как бы вы там готовили какую-то вкусняшку для своей любимой женщины, как бы вы ее куда-то возили, да, вот вы можете такие вот какие-то виртуальные планы строить на новые отношения. Ну, вы мечтатель по жизни, хотя многие вас и побаиваются. Итак, давайте будем уже смотреть, кто же думает о вас. Будем разбираться. Сердечко разбито. Ох, у вас разбито у многих ребят. Я вам скажу, что о вас думает не одна женщина. В принципе, вот если взять женский пол, да, вы нравитесь многим женщинам. И те, которые... Ну, я не буду привязываться к какой-то конкретной женщине, это общий расклад. То есть скажу опять-таки, да, вот в двух словах и в общем. Вы нравитесь и тем, кто на работе, да, вот если вы как-то пересекаетесь, конечно же, если у вас хоть немножечко есть женский коллектив. И соседи у вас тоже довольно неплохо так к вам относятся, женский пол. Опять-таки, это не все подчистую, еще раз говорю, но есть, да, вот люди в вашем окружении, которым вы очень нравитесь, и как мужчина, да, потому что вот есть у вас какая-то мужская такая сила, мощь, уверенность. Это может быть даже сильная энергетика, я уже много раз говорила в видео, что женщины чувствуют именно энергетику мужчины. И очень привлекают те мужчины, у которых есть действительно такой сильный мужской стержень, но не тот стержень, о котором вы подумали, а именно вот мощь, да, надежность. Вот именно надежность, наверное, самое правильное такое слово, которое женщины чувствуют. Вот именно ту самую надежность, которую вы излучаете. Вас вот считают женщины, да, вот, которым вы нравитесь, кого-то даже считают довольно обеспеченным, да. Я так говорю, потому что это общий расклад, и я знаю, прекрасно вижу это и по раскладам, что есть среди вас и довольно обеспеченные люди, которые многое могут себе позволить. Поэтому женщины тоже держат ухо востро и видят, что вот такой богатенький Буратино, да, от которого можно кое-что поиметь. Есть у кого-то из вас даже в окружении женщина, она может быть младше вас, но она такая кокетка. Вот именно кокеткой ее хочется назвать.
Она может постоянно вот делать какие-то намеки в ваш адрес, да, она может выставлять там, я не знаю, декольте, специально при вас как-то одевать, ну, такую кофточку, может быть, чтобы было видно все на свете, да. Она может одевать какие-то вызывающие наряды, вот именно, чтобы перед вами покрасоваться. Я думаю, вы можете подумать и понять, кто это, да, конечно же, у кого проиграется, у кого, может быть, и нет, поскольку это общий расклад. Но она пытается вот вас как-то вот соблазнить, да, вот совратить как-то. Здесь может проиграться у кого-то женщина, которая реально вот с вами открыто флиртует. Не просто там выставляет свое декольте и пятую точку, да. А такие женщины могут наклоняться в коротеньких юбочках перед мужчинами, да, ну то есть это какие-то элементы пошлости, они вас наоборот будут отталкивать, и я думаю, многих отталкивают. Но эта женщина не понимает, что она своими декольте, да, это можно покрасоваться какой-то период, но на самом деле мужчины, как правило, таких женщин используют совершенно в другом назначении, да, вечерочком на всю ночку. Поэтому с вами такой номер не прокатит. Вы ей нравитесь. Она думает о вас, но вот она почему-то, знаете, она с вами пытается вот кокетничать, флиртовать, вот какие-то выкидоны такие, да, вот шуточки, может быть, намеки может отпускать в ваш адрес. Опять же говорю, у всех по-разному проиграется, потому что общий расклад. Но она видит, что бы она ни делала, особо вы не ведетесь. Да, вы можете пофлиртовать, поулыбаться с ней, да, но это так, чисто по-дружески. И она вот немножечко в тупике. Она не знает, как с вами сблизиться, потому что вы такой вот, как скала, да, неприступный. Что же она будет делать еще или нет? Да, вы вот для нее как, ну, что-то такое неприступное. Ей очень хочется именно отношений, да. Но вот как-то странно она избрала тактику, вот неверную, да, вот выставлять свои там все места, которые лучше прикрывать. Ну, это, как правило, говорит о том, что человек хочет пороманить, да. А здесь вот она неверный путь избрала, потому что вы человек серьезный, она, в принципе, тоже хочет с вами серьезных отношений. Но то, что она чудит, но обычно такое чудят, когда хотят снять мужчину, грубо говоря, правда? Ей бы хотелось, конечно же, чтобы у вас как можно быстрее завязались отношения, потому что, в принципе, я вам скажу, что она другим мужчинам тоже нравится. Но она вот для себя решила, что еще какой-то период она немножечко подождет. Если вы никак не будете реагировать на ее вот эти все флирты, уловки, если вы сами не будете делать шаги к сближению, то она, в принципе, может переметнуться и к кому-либо другому. Да? У нее есть и старшие, и младшие, ну, такие ухажеры. Я не говорю, что она спит со всеми подряд. Но мужчинам она нравится. Она себя так ведет, знаете, весело, может быть, даже вызывающе с мужчинами. С такими женщинами можно, ну, реально провести время. Вот обычно они такие вот вызывающие, обычно к ним совершенно несерьезный подход у мужчин. Поэтому, знаете, ребят, я вот как-то смотрю на этот расклад и думаю, может быть, хорошо, что вы не особо не сближаетесь с этой дамой. Ну, кто понял, о ком я говорю, да, вы можете прописать. Но я не вижу, да, я не вижу, чтобы вот она какая-то была такая прям настроенная на семью. Да, ей хочется стабильных отношений с вами, просто потому что вы надежный, да, вы источаете такую энергию, силы, мощи, уверенности. Ей хочется даже вот, ну, как говорится, попонтоваться, да, что вот у меня такой классный мужчина, надежный, там, да, у кого деньги есть, еще и обеспеченный. Вот ей хочется, я не скажу, что она прям чисто из корысти. Да, вы ей нравитесь, но это не та любовь безумная, ради которой она готова горы сворачивать и бежать за вами на край света. Нет. Вот вы для нее, как знаете, какой-то объект вожделения, объект симпатии, объект, которым можно гордиться, да, простите, что я так называю объект, ну просто так к слову.
Поэтому, знаете, я бы даже особо не советовала с ней связываться. Но если кто хочет пороманить, пожалуйста, можете пороманить, потому что, ну вот она мне почему-то напоминает женщин, сею-вею, вот которых называют. Ну, несерьезная. Да, ей хочется стабильности, постоянства с вами, но это не значит, что она хочет за вас замуж, это не значит, что она хочет с вами, ну, прям таких длительных отношений. Хотя, в общем-то, да, вы ей симпатичны, вы для нее, в общем-то, не равнодушный человечек, да, она к вам неровно дышит. Но опять же, как я уже сказала, у каждого свои цели. Вы более серьезный, вы более нацелены на серьезные отношения, на семью даже, я бы сказала, многие нацелены. А ей хочется вот каких-то стабильных, но легких отношений. Вот покрасоваться, попонтоваться крутым мужчиной, да. Ну и хорошо еще, если быть хорошим любовником. Поэтому, ребята, вы можете, в общем-то, делать выводы, действовать вам в направлении к этой женщине, либо же нет. Будете решать сами. Предупрежден, значит вооружен. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!